Аниме начинается с того, что два ученика играют в самую известную онлайн-игру Японии, известную под названием Attack Family. Затем мы видим, как главный герой по имени Фумия Тамадзаки комментирует нам, что его противник лидер класса, персонаж высокого уровня в реальной жизни. Потому что мы знаем, что это так. У нее есть все: хорошая внешность, квалификация, занятия спортом, и вокруг нее все девушки. Явно как у меня ананас с Асадом. С другой стороны, вы могли бы сказать, что он на самом деле проигравший персонаж, но не в этой игре, поскольку в конце концов Прота лучший игрок в Японии. Затем Чаки жалуется на своего персонажа и думает, что проиграл Проте из-за того, что сделал очень плохой выбор аватара. Тогда Прота объясняет ему, что на самом деле у него было преимущество перед ним, так как он мог быстро восстановиться после нападения. Сюдзи не придает этому значения и замечает, что, по его мнению, это посредственная игра. В этот момент Прота отвечает ему, что самый большой позор игрока — обвинять игру, когда она проиграна. Затем он предлагает поменяться персонажами и сыграть еще одну партию. Тем не менее, если он выиграет, Чаки должен отказаться от того, что он сказал об игре, и признать свое поражение. В конце концов, Прота снова выходит победителем, и позже мы видим, как две одноклассницы ждут Шуджи у входа в школу. Однако кажется немного расстроен и приглашает их поиграть в то место, куда он собирается пойти со своими друзьями. Позже по дороге домой Тамасаки обнаруживает, что размышляет о своем окружении, и вспоминает фразу, которую он прочитал из копипасты, в которой говорится, что жизнь — это игра божественного уровня. Однако с их точки зрения это не так, потому что в реальной жизни с тобой дискриминируют или явно плохо обращаются из-за твоего лица. На самом деле из-за всего, что другие считают неполноценным. К тому же эти абсурдные правила, которые они навязали обществу, не оспариваются ни по какой причине. Хорошим примером этого был его отъезд со своим партнером. Несмотря на то, что он вышел победителем в реальной жизни, Чаки — первоклассный персонаж, который родился со всеми способностями, позволяющими очень легко прожить свою жизнь. Вот почему он думает, что игра в жизнь — это чушь собачья. Внезапно он получает приглашение сыграть от кого-то, кто ниже его по рейтингу, но очень близок к его количеству выигранных партий. Начиная игру, ты понимаешь, что этот парень оттачивал свои техники и изучал свои движения, однако этого недостаточно, чтобы победить его в лучших в мире. Наконец-то Прота видит в своем почтовом ящике, что у него есть приглашение от неназванного игрока, который приглашает его встретиться, на что он явно соглашается. На следующее утро Прота обнаруживает, что притворяется спящим во время перерыва и понимает, что никто не говорит о его победе в матче вчера против Чаки. В реальном мире все упускают это из виду и делают вид, что не знают. В этот момент к классному руководителю подходит темноволосая одноклассница и говорит, что он должен проводить ее в учительскую. Там учитель говорит нам, что эту девушку зовут Аой Нами, и она занимает первое место в школьных оценках, помимо того, что она безупречна во всем, что он делает. Это еще один реальный персонаж, который играет в легком режиме. Позже Прота встречает Чаки и сегодня на лестнице. Последний приветствует его и говорит, что узнал, что он и классный руководитель столкнулись в Attack Family и хотел бы узнать результат того, чем закончился этот бой. Прота не знает, что сказать, поэтому он молчит, глядя на Чаки, и тот признает, что Прота вышел победителем в этой схватке. Во время смены сцены Прота направляется в торговый центр, чтобы встретиться с неназванным, поскольку его заинтриговало, что за человек у него есть потенциал победить его в будущем. Он скоро понимает, что это девушка, и сегодня она его одноклассница. Понимая, что человек, победивший ее, неудачник без будущего, разочаровывается и не может не выразить своего недовольства. Аой уважала Нанаши, своего персонажа в атакующей семье, но обнаруживает, что она человек, который ушел из жизни. В конце концов, Аой решает вернуться домой, так как потеряла интерес к обсуждению с ним игры, и сразу же Прота идет за ней и говорит ей, что не может критиковать его таким образом, поскольку она не знает, какую жизнь он вел или что-то в этом роде. Тогда Сай отвечает ему, что он проиграл и обвиняет игру, когда он даже не пробовал, поэтому он не заслуживает даже того, чтобы его называли игроком. Тогда он понимает, что она имеет в виду, но в реальной жизни вы не можете изменить характер. Если бы он был таким первоклассным игроком, как она,
в повседневной жизни ему было бы немного лучше. Позже сегодня она отвезет его к себе домой, а Прата ждет ее в своей комнате. Через некоторое время сегодня она возвращается, но Прата не может ее узнать и думает, что она его младшая сестра. Она объясняет ему, что персонажи в реальной жизни с трудом дорабатываются. Затем он упоминает, что он мальчик и что он не может наносить макияж. Однако Хой разъясняет ему, что то, как его воспринимают, связано со многими вещами, например, позы и жесты, которые он делает. Сделайте так, чтобы ваше лицо выглядело более привлекательно, не говоря уже о том, что для того, чтобы выглядеть презентабельно, необходим минимальный уровень ухода. Позже сегодня она признается, что была разочарована, осознав, что человек, которым она восхищалась, не только проигрывает в реальной игре, но даже не пытается, что делает ее проигравшей. Вот почему я решил показать ему, как это делается. Впоследствии Прата спрашивает его, какое место занимает жизнь среди его любимых игр. Затем она объясняет ему, что для нее Attack Family и реальная жизнь имеют одинаковое значение. Услышав это, Прата убеждает себя и решает начать играть всерьез, чтобы проверить, стоит ли это того. Поэтому сегодня я спрашиваю его, каковы правила игры в жизни. Она упоминает ему, что в этом мире с большой свободой, как и в подобных играх, первое, что нужно сделать, это создать хорошего персонажа. Позже она направляется в ресторан, где мы понимаем, что сегодня она очень любит сыр. Затем она вручает маску Проту и говорит ему, что он должен всегда носить ее, чтобы тренировать мышцы лица. Когда вы идете по улице, вы должны все время улыбаться. После этого Прата прощается с Аой, и она спрашивает его, не забыл ли он что-нибудь, и дело в том, что они еще не обменялись контактами. В тот же вечер мы видим, как Тамадзаки практикует свою улыбку перед зеркалом, однако его удивляет его сестра, которая предупреждает его, чтобы он не улыбался. Заставьте его стыдиться в школе, поскольку он явно уже делает это, выглядя немного более странно. Во время смены сцены Эль Прата и А сегодня встречаются в швейном салоне, чтобы поставить цели на игру. Цель состоит в том, чтобы поговорить с 3 девочками из их класса. Первая их соседка Юсу, а вторая девушка, которая сидит рядом с ними в классе, ее зовут Минами Нанами. Тем не менее, Прата понимает, что это легче сказать, чем сделать, комментируя, что в его школе девочки могут носить галстук или галстук-бабочку. Но есть неписанное правило, гласящее, что галстук могут носить только популярные девушки. К его несчастью, все девушки, с которыми ему приходится разговаривать, принадлежат к последней группе, и сразу после этого Прата делает свой первый ход к Юсу, у которого он просит носовой платок от простуды. Однако она, проверив свою сумочку, понимает, что у нее ее с собой нет, поэтому спрашивает сидящего позади нее партнера по имени Фука Кикучи. В этот момент Юсу встает со своего места, чтобы поприветствовать подругу, и главный герой остается наедине с Фукой, поэтому он начинает с ней разговор. По дороге на следующий урок Эль Прата вспоминает, что Хой сказал ему обязательно поговорить с девочками, когда она будет рядом, таким образом, если он совершит какую-то ошибку, она сможет ему помочь. Войдя в экономический класс, он понимает, что ее там еще нет, поэтому он радуется, думая, что может немного расслабиться. Однако Минами удивлена, увидев, что он пришел на урок пораньше, и спрашивает его о причине. Прата начинает говорить старомодно, что вызывает у нее приступ смеха. Затем она подходит к своей подруге и Наби вместе с Шуджи и ее друзьями, и они спрашивают ее, над чем она смеется и смешно. Тогда Прата объясняет ей, что он разговаривал с Минами о том, какие чуткие молодые девушки в наши дни, и она автоматически начала смеяться еще больше. Шуги говорит Минами, что он не видит в этом ничего смешного и что она просто чудак. Сразу после этого он предлагает провести голосование, чтобы решить, кто самый странный в классе. В этот момент в разговор вмешивается Сюдзи и говорит ему, что ей никто не звонил и что происходящее не ее дело. В ответ она упоминает ему, что если она вообще ведет себя таким образом, она мстит Проти, потому что он недавно победил ее в Attack Family. Шуджи прекращает разговор после проигрыша в голосовании, чтобы вести себя как урод в классе. Потом мы видим, как девочки облегченно вздыхают и благодарят Хой за то, что она им помогла. После этого девочки начинают подшучивать друг над другом и, видя, что у них идут игры, продолжают свой разговор. Позже Эль Прата, а сегодня они встречаются в швейном салоне,
где он уже говорит ему, что его первая миссия прошла успешно, несмотря на некоторые неудобства. Такие как из-за пример, когда он разговаривал со стариком и высморкался перед фугой без всякого смущения. Тогда Прата спрашивает его, что происходит между Суджи и Наби, так как самолет немного неудобен рядом с ним. Тогда она замечает ему, что у них было несколько ссор из-за того, как они говорили о ней. И что если бы это было возможно, она бы все время присматривала за ней, но это не так возможно, из-за того, что случалось несколько раз, что он раздражал ее плохими шутками. После этого я предупреждаю его, что он должен быть осторожен с Сюдзи, потому что он важный член класса, и если у него возникнут какие-либо конфликты с ним, это приведет к его социальной изоляции в классе. Позже сегодня он прикажет вам встать на цыпочки у стены. В этот момент мы видим, что он исправляет свою позу и упоминает ему, что это важный момент, который может повлиять на других, которые думают о нем. Поэтому он должен всегда сохранять свою новую позу, а также должен продолжать общаться со своими одноклассниками и обязательно участвуйте в разговоре. Позже у Праты будет возможность пойти с Аоем и его товарищами по дороге в метро. Тогда Прата делает странный комментарий, который доставляет мальчикам неудобства, но Аой рядом, чтобы помочь ему, и ему удается выйти из ситуации. Оказавшись в метро, она замечает Томасаки, что ее миссия сойти на той же станции, что и Минами, и завязать с ней разговор. По дороге к дому Минами она пытается разрядить обстановку, подшучивая над Томасаки, поскольку она поняла, что он очень напряжен. Прата замечает ей, что восхищается его образом жизни, потому что он всегда улыбается, на что она отвечает ему, что в этом все дело, старайся жить, быть счастливым. Он рекомендует ей тоже улыбаться немного больше, так как в классе он всегда выглядит очень грустным. Потом она спрашивает его, состоят ли они с Эй сегодня в отношениях, потому что он заметил, что в последнее время они проводят больше времени вместе. Он сразу же дает ей понять, что это невозможно, и он очень далек от того, чтобы иметь с ней что-то. Услышав это, Майами соглашается с его замечанием, что оскорбляет Прата, потому что он сказал это очень быстро. Позже она говорит ему, что напоминает ему о своей подруге Инави, которая всегда высказывает свое мнение, независимо от того, согласны ли другие. Вместо этого она склоняется к выбору большинства, чтобы сделать вещи веселее, даже если она не согласна. Они, наконец, прощаются, прежде чем они доберутся до дома Минами, и Прата не сможет высказать свои мысли по этому поводу. На следующее утро после сегодняшнего дня Томасаки собираются в швейной мастерской, что очень часто бывает, чтобы обсудить свои достижения в области общения. Прата говорит ему, что он понял, что в группе всегда нужны два типа людей: тот, кто предлагает темы, и тот, кто их обсуждает. Тот, кто продлевает разговор. Позже сегодня он вручает ему тетрадь с записями тем, которые он должен выучить, чтобы у него никогда не заканчивались темы для разговора с кем-либо. Затем он дает ей диктофон, чтобы записать разговор, который она ведет, и она упоминает ему, что важно, чтобы он слушал, как она говорит. После этого она говорит ему, что завтра расскажет ему о своих следующих задачах, что очень удивляет Прата, потому что по субботам у них нет занятий. Поэтому она объясняет ему, как это сделать. Пусть этот день я проведу с ней. Во время смены сцены Прата опаздывает на встречу с Аой, но она прощает его, потому что на этот раз Прата приложил минимальные усилия, чтобы представиться должным образом. Потом мы замечаем, что на сегодняшний день Праты одеты в одинаковые цвета, как будто они не что иное, как маленькие мальчики. Позже они направляются в магазин одежды, и она рассказывает ему, что их следующая цель — сделать макияж. Чтобы достичь этого, ее первый шаг — попросить нескольких продавцов позволить ей примерить один из нарядов, которые есть у манекенов в магазине. Тогда Прата подходит к одной из продавщиц, пытаясь не забыть то, о чем она его просила, но путает слова и спрашивает, может ли она купить манекен. Услышав это, Аой решает вмешаться, чтобы помочь ему. Впоследствии мы видим, как они направляются в ресторан в ожидании свидания, чтобы сделать Аою новую прическу, которую она приготовила для него. Это впечатляет Прата, но она меняет тему, говоря, чтобы они заказали комбинацию и поделились ею. Прата понимает, что она очень любит сыр, потому что в обоих блюдах много сыра. Затем спрашивает ее, слышала ли она записи их разговоров, которые она обнаружила, подслушав себя. И упоминает ему, что она заметила, что в ее голосе слышно, как будто она шепчет, что произвело на меня большое впечатление, потому что это никогда не было услышано в такой форме. В этот момент он приходит к Фуки с их просьбой и, увидев Прата, вспоминает о нем и приветствует его. После того, как он уходит с этого места, Аой говорит ему, что он решил, что его целью будет Фука, поскольку, похоже, он проявляет к нему интерес. Прата не может поверить в то, что он говорит сегодня, но она объясняет ему, что обычно, когда они в группе, она первая, кто это делает.
С ней здороваются, потому что она знает всех. Однако, когда она пришла с заказом, она сначала обратила на него внимание, и именно поэтому он думает, что у нее может быть какой-то интерес к нему. Ему кажется неправильным поступать так со своей девушкой, когда он даже не знает, нравится ли она ей. Тем не менее, сегодня он бросает ему вызов и спрашивает, не струсил ли он уже, как в игре жизни. Сразу же Прота решает сыграть серьезно и знает, что для этого он должен последовать его совету. Вот почему он принимает этот вызов, и позже мы видим, как Прота смотрит на себя в зеркало, взволнованный из-за своей новой прически. В этот момент его младшая сестра входит в ванную и говорит ему, что она заметила, что ее новая стрижка очень идеальная, и она думает, что в последнее время она становится все более привлекательной. Иди лучше. На следующее утро Эль Прота идет навстречу с Аои, очень довольный, потому что он уже достиг цели, а именно, что кто-то из его окружения осознал достигнутые им изменения. По этой причине Аой поздравляет его с выполнением одной из его миссий. Позже я уже сообщу ему, что цель поговорить с Идзуми в течение всей недели. Однажды в классе он пытается поговорить с ней, но все его взаимодействия с ней оказываются неловкими. К концу недели мы видим, что он уже устал от попыток быть общительным, поэтому он направляется в библиотеку в ожидании следующего урока. В этом месте он встречает Фуку, который комментирует ему, что он видел его много раз, если это была библиотека во время перемены в классе, но это не так. Он не осмеливался прервать его, потому что я всегда видел, что он очень сосредоточен на своем чтении. Она спрашивает его, не является ли он также поклонником автора Энди, поскольку она всегда видит, как он читает свои книги. Услышав это, Эль Прота извиняется за то, что не записал его раньше, и отвечает, что да, ему нравится этот автор. Позже мы узнаем, что он на самом деле отправил НДС в эту комнату, чтобы подумать о тактике игры для Attack Family. После этого он уже сказал ему, что на самом деле пишет роман, и хотел бы, чтобы я прочитал его, чтобы узнать его мнение. Наконец, мы видим, как Прота и Аой встречаются в швейном салоне, и сразу после этого она прослушивает запись разговора, который Прота имел с Фукой Аой. Она говорит ему, что убеждена, что Фука ему нравится. Томизаки немедленно отвечает, что это невозможно, к тому же он чувствует себя виноватым за то, что солгал ему, потому что он не знает автора Энди. Тем не менее, а сегодня ругает его, так как считает очень жестоким с его стороны игнорировать чувства Фуки, даже если он решит отрицать это. Позже он сообщает, что, как он мог слышать, он потерпел неудачу в достижении цели на этой неделе, потому что не смог поговорить с Идзуми. Тогда она подбадривает его и объясняет, что самое замечательное в игре в жизнь – это то, что у вас есть два варианта. Вы можете продолжить с того места, где вы его оставили, и начать все сначала. Как только этот разговор закончится, Прота встречает Идзуми на выходе из школы и замечает, что ей очень грустно, поэтому решает спросить ее, что с ней происходит. Но она занимает оборонительную позицию и говорит ему, что это не ее дело. Следовательно, он решает уйти с площадки, но она защищает его и спрашивает, может ли он научить ее играть в Attack Family. После этого мы видим, как Идзуми и Прота вместе идут домой. На прогулке она рассказывает ему, что хочет научиться играть, чтобы произвести впечатление на Сюдзи, поскольку она услышала, что Эрика призналась, а он отверг ее. Это заставило его задуматься об их отношениях, поскольку хотя он всегда с ней, и он подумал, что возможно у них есть что-то особенное, он понял, что у них есть что-то особенное. Это не так. Однако Прота спрашивает ее, где они собираются вместе, чтобы научить ее играть, поэтому она предлагает им потренироваться у нее дома. Затем мы наблюдаем, как Идзуми и Прота погружаются в игру. В этот момент он уже чувствует, что способности Прота превосходят его, и его игровые движения оказываются очень впечатляющими. Томазаки со своей стороны объясняет ему, что она просто использует базовые движения, а затем учит его, что хотя ее фундаментальные знания в игре верны, она ограничивается использованием комбинаций сложные, которые не приведут ее к победе без предварительной стратегии. Затем Прота приходит в голову идея, которая шокировала Изуми своей реакцией. Наконец, он рассказывает ей, что его первой целью будет научиться выполнять короткие прыжки. Она делает попытку, но вскоре понимает, что это сложнее, чем она себе представляла. Поэтому Проута дает ей секундомер, сообщающий ей, что кнопка неисправна и что она не остановится, если ее нажать на короткое время. Следовательно, должен всегда носить этот секундомер с собой и выполнять свой короткий прыжок, когда никто не наблюдает. Это единственный способ отточить свою игровую технику. Внезапно Идзуми замечает, что пока она объясняет ему все это, язык ее тела изменился. Из-за ее комментария он понимает, что она вела себя так же, как сегодня во время их встреч. Затем она говорит ему, что как только она запомнит комбинации главных героев, ей будет проще применять их в игре. Поэтому она предоставит вам список с ходами.
Взглянув на страницу, Идзуми поражается количеству ходов и спрашивает, действительно ли она запомнила их все. Прата отвечает ей, что он выучил не только движения главных героев, но и движения остальных аватаров. После этого Асуми спрашивает его, какова цель всего этого. Тогда Тамазаки разъясняет ему, что он делает все это не с целью завоевать друзей или получить похвалу, а потому, что ему нравится игра. Услышав это, Идзуми удивляется его образу мысли, учитывая, что в конце концов это всего лишь игра. По этой причине Прата спрашивает ее о ее восприятии видеоигры, и она отвечает ему, что когда кто-то слишком хорош в чем-то, это перестает быть забавным для других. Это похоже на полное отключение от реальности. К тому же люди считают это очень странным. Тогда она спрашивает его, не ненавидит ли он такое отношение со стороны других. Чтобы прояснить идею, Прата спрашивает его, действительно ли он хочет знать, заботится ли он о мнении других о нем. Тамадзаки признается ему, что его это не беспокоит, поскольку его главная забота поставить цель стать сильнее и не достичь ее. Услышав это, она спрашивает его, не неудобно ли ему, что в школе его всегда считают чудаком или, может быть, самым странным, на что он способен, что он отвечает ей, что, по его мнению, есть более важные вещи, чем просто смеяться с друзьями и отчаянно пытаться быть принятым кем-то. Затем Идзуми признается ему, что я не могу представить, чтобы он так думал. С детства она вела жизнь, в которой всегда должна улыбаться, чтобы ее приняли, а не считали чудачкой. Она думает, что не смогла бы измениться, даже если бы захотела, потому что это единственный образ жизни, который она знает. В этот момент Прата говорит ей, что с момента своего рождения она сохранила ту же индивидуальность и образ мышления, из-за чего жизнь превратилась в иррационально одноразовую игру. Однако недавно встретил игрока с интересной личностью, который действительно выделяется в игре. Этот игрок утверждает, что жизнь на самом деле является игрой божественного уровня, и ему удалось убедить его отнестись к этому гораздо серьезнее. С этим парнем он научился стратегиям, как заставить себя работать, и при этом он понял, что реальная жизнь, по крайней мере, хорошая игра. Вот почему он уверен, что она тоже может измениться, если сделает ему предложение. Во время смены сцены мы заметили, что Прата встречается в кафе с Аой, чтобы рассказать ей о том, что произошло с Идзуми. Услышав всю его историю, она впечатлена, так как не думала, что достигнет своей цели почти чудесным образом. Затем она спрашивает его, принял ли он решение пригласить Фуку на свидание, и вручает ему 2 билета на кинопремьеру. Наконец, предлагает ему, что если он решит пойти на свидание с Фукой, используйте эти билеты, чтобы пригласить ее. После этого мы видим, что Прата репетирует в своей комнате то, что он собирается сказать Фуке, используя магнитофон, который ему предоставил Аой. Однако, пытаясь остановить запись, он случайно переключился на другой ранее существовавший звук. Услышав это, понял, что речь идет об Аой, и почувствовал огромную приверженность, которую она проявляет к своему самосовершенствованию. На следующий день мы видим, что Прата находится в классе вместе с Идзуми, который быстро поправился, что заставляет его предположить, что он скоро сможет сразиться с Шунджи. Когда он меняет класс, Прата направляется в школьную библиотеку и натыкается на Фука. Он сразу признается ему, что на днях, когда они разговаривали, он признался ему, поскольку не знает автора Энди и никогда не читал ни одной из его книг. Он чувствует, что с его стороны было нечестно обещать прочитать ваш роман. Однако решил начать читать чаще и прочитать несколько книг Энди. Поэтому он просит вас разрешить ему прийти в следующий раз, чтобы он мог поговорить о своем романе. В этот момент Фука с радостью принимает его предложение, и, кажется, его не беспокоит эта ситуация. По окончании занятий мы наблюдаем за Пратой в его гостиной, погруженный в свои мысли о недавних событиях и о том, как он собирается сообщить ему об этом сегодня. Это из-за недоразумения с Фугой, из-за которого он не смог пригласить ее в кино. Пока он погружен в эти размышления, сообщает нам, что сегодня она уже ждет его в швейном салоне. Как раз в тот момент, когда Прата собирается отправиться на их встречу, его прерывают друзья Шуги. Впоследствии они отводят его в гостиную, где Шуги ждет его, чтобы пригласить на матч Attack Family. Прата соглашается, но предлагает ему пока не делать всего этого, так как он слышал, что вы недавно практиковались. Услышав это, Сюдзи обвиняет его в самолюбовании и спрашивает, откуда он все это знает. Затем Прата упоминает ему, что он много разговаривал с Идзуми. Классный руководитель признает, что он заметил, что они двое были очень близки в последнее время, и Томоаки понимает, что это не так. Что Сюдзи неправильно истолковал ситуацию, но он не знает, как ей это объяснить, поэтому решает молчать.
Сразу после этого Идзуми прибывает на место с намерением бросить вызов Сюдзи, но затем понимает, что он сразится с Протой. Вскоре после этого Эрика и ее подруги также входят в зал, поэтому все решают стать свидетелями матча между Протой и Шуги. Затем мы слышим, как Шуджи насмехается над Протой, говоря, что ему некуда бежать. Однако Томоаки отвечает ему, что тот, кто не сможет сбежать, будет он. Услышав это, все удивляются, что застенчивый мальчик в классе сказал что-то подобное. Как только начинается игра, все поражаются великолепным мастерством Прота, который в конечном итоге побеждает Шуги. Томасаки пытается уйти после окончания игры, но Шуги просит его снова встретиться лицом к лицу. В этот момент на сцену выходит Сегодня. Он устал ждать его в швейном салоне и уже направлялся к себе домой, но я слышу много шума, доносящегося из салона, проходя мимо. Проход. Через некоторое время одна из подруг Эрики пытается покинуть это место, оправдываясь тем, что у нее есть дополнительные занятия. Однако Шуги он упоминает ей, что знает, что она посещает эти занятия по выходным. Это заставляет девушек решить остаться и продолжать наблюдать, как Чуй снова и снова терпит поражение от Элты. Прежде чем Чуй успевает попросить Эрику сыграть еще один матч, он прерывает его и спрашивает, почему он так увлечен простой игрой. Он немедленно отвечает ему, что происходящее явно не его дело. Этот ответ оскорбляет Эрику, которая говорит ему, что она начала заниматься своим делом, когда он не позволил ей уйти. Кроме того, она заметила, что все это время она тренировалась после уроков, и несмотря на это, она не могла этого сделать. Он смог победить Томасаки. Поэтому он не может поверить, что ему когда-либо нравился жалкий мальчик, который одержим какой-то дрянной игрой. Услышав последнее, Прота встает со своего места и говорит ему о том, что он не примет такого человека, как она, который высмеивает усилия других, даже не прилагая усилий собственными усилиями. Из-за этого поступка Эрика презирает Прота и считает его отношение отвратительным. Тем не менее, Идзуми отмечает, что она согласна с Прота и считает правильным относиться к вещам серьезно, даже к той, которую она практиковала. Делай короткие прыжки и считает Egg Family веселой и сложной игрой. В конце концов, Эрика и ее подруги покидают это место, не произнеся больше ни слова. После этого мы наблюдаем, как Идзуми падает в обморок, так как она была очень напугана словесным обменом, который у нее был с Эрикой. В ответ на это Сюдзи бросается к ней и утешает ее. Во время смены сцены мы видим, как Томазаки рассказывает ему о том, что случилось с Фукой. Затем он приглашает ее в кино по билетам, которые она ему предоставила, но она сообщает ему, что не может в это время, потому что клубные мероприятия проходят примерно в то же время. Однако он свободен после уроков, поэтому я предлагаю ему посмотреть еще один фильм. Прота взволнован, так как это будет его первое свидание с девушкой. Позже мы наблюдаем, как Прота в своей комнате погружается в игру в такфанг. В этот момент мы узнаем, что у него уже было свидание с Аой. После фильма они решили пойти в кафе, где разговор явно вращался вокруг его успехов. Наконец-то он приходит к выводу, что начал понимать, как продвигаться в жизненной игре. Он понимает, что урок заключается в повторении и применении того, чему он научился. На следующее утро Прота подходит к Идзуми, решив проявить инициативу и поговорить с ней. Затем он упоминает, что у Сюдзи скоро день рождения, и он хочет знать, выбрала ли она подарок. Однако Идзуми находит его вопросы слишком прямыми, что вызывает у него подозрения относительно намерений Прота и того, как он получил эту информацию. Позже друг классного руководителя по имени Мису Сага направляется к Проте после окончания урока. Увидев его, Прота шокирован, так как думает, что они снова просят сыграть в такфан. После его замечания Мицудзава начинает смеяться и объясняет Проте, что он решил подойти к нему из-за удивления, вызванного его поведением в тот день, когда он столкнулся с такфангом Эрике. Затем она добавляет, что восхищается его мышлением, поскольку считает скучным быть все время слишком серьезным и ценит то, что способ, которым он смог выразить свои чувства, правильный. После этого разговора Прота направляется в швейный салон, чтобы сообщить Аоё о том, что произошло, и упоминает, что Мицудзава пригласил его на групповое свидание. Затем Аой спрашивает его, что его следующая задача – пригласить девушку из класса на свидание. На следующее утро мы узнаем, что Прота решил пригласить Идзуми, используя в качестве предлога покупку подарка для Сюдзи. Однако она отклоняет его приглашение, утверждая, что не хочет участвовать в группе во время их похода по магазинам. В этот момент Прота объясняет ему, что подумывал о покупке подарка для Сюдзи, поскольку он понял, что она ему нравится и хочет
хочет все исправить после того, что произошло. Это произошло во время его последнего отъезда. Услышав это, Идзуми взволнована, потому что она также беспокоилась, что отношения между ними могут обостриться после инцидента. По окончании занятий Прата натыкается на Мицузаву в школьных шкафчиках. Он сообщает ему, что уже в курсе новостей и знает, что пригласил Идзуми на свидание. Впоследствии она подходит к нему и говорит, что в последнее время заметила, что он изменил свое отношение и прическу, а также что он много разговаривал с Идзуми Саой. Поэтому я подозреваю, что она приобрела книгу советов по рисованию. Услышав это, Прата очень облегченно вздыхает, так как он думал, что Мисудзава обнаружил, что Аой помогает ему с его имиджем. Позже мы находим Проту обедающим со своей семьей, когда он получает приглашение присоединиться к выездной группе с Мисавой. Он на мгновение задумывается, уместно ли принять это приглашение, и в конце концов решает присоединиться. Заходя в чат, все тепло приветствуют его и упоминают, что ему потребовалось довольно много времени, чтобы принять его. После этого они сообщают ему, что выезд состоится в эту субботу в торговом центре. И, наконец, наступает важный день, и мы видим, что Прата ждет вместе с Аой. Однако они обнаруживают, что довольно нервничают, потому что их миссия в тот день – сделать 2 успешных предложения, которые обеспечат группе развлечения. А затем Идзуми Мицузава прибывает на место встречи. Мицудзава берет на себя инициативу и предлагает группе отправиться в магазин одежды. В этот момент Прата понимает, что он еще не сказал ни слова. Однажды в магазине Идзуми спрашивает Проту о подарке, который он должен преподнести Сюдзи. Тамазаки советует ему учитывать вкусы Сюдзи при выборе подарка. Внезапно Идзуми замечает, что с той встречи Мицудзава разговаривал только с Аой. Он говорит Проте, что слышал слухи о том, что они оба встречаются. Это впечатляет Прота, потому что на мгновение он остается очень задумчивым, но затем решает оставить это, поскольку его приоритетом является выполнение миссии дня. Наконец, он вспоминает, что его цель – контролировать настроение группы, чтобы он мог руководить ею все время. Однако Мицудзава возвращает контроль, когда предлагает им отправиться в магазин, где продается гель для волос, потому что Идзуми решила подарить это Сюдзи. Затем ты демонстрируешь ему свои знания в этом вопросе и предлагаешь Проте также попробовать использовать гель для волос. Сразу после этого Тамуаки сообщает мальчикам, что они определились с подарком, который они сделают Сюдзи, и поэтому они направляются в магазин видеоигр. Позже Мицудзава предлагает посетить место, где продают пиццу с 4 сырами. Услышав это замечание, Прата понимает, что он не единственный, кто знает сегодняшние вкусы, как только он заинтересовался слухами, которые ходят о них в школе. На следующее утро сегодня Эль Прата встречаются в швейном салоне, чтобы обсудить провал своей миссии. Впоследствии она объясняет ему, что в том, что касается предложения, победа принадлежит тому, кому удастся убедить группу выбрать этот вариант. Услышав это, Прата шокирован, поскольку понимает, что не всегда побеждает лучшее предложение, но речь идет о быть убедительным. Во время смены сцены преподаватель в зале объявляет, что студенческий совет ищет новых членов и что те, кто заинтересован, могут подать заявку. В этот момент мы замечаем, что Аои и Минами баллотируются в члены студенческого совета, что делает их соперниками за место А с этого момента. Как это уже принято в Проута, и сегодня они направляются в швейный салон, чтобы объявить, что они сделают перерыв в своих собраниях, и это из-за заявления Аои. Он также сообщает тебе, что его следующая цель – взять на себя роль руководителя компании Минами. Направляясь в библиотеку, Прата встречает Минами в коридоре. Воспользуйся этой возможностью, чтобы выразить ему свое желание стать руководителем его компании. Однако она отклоняет его предложение из-за неудобной формы, в которой она была представлена. Позже Прата пересекается с Куфой в библиотеке. Она замечает, что он, кажется, заводится, поэтому она спрашивает его, что происходит. Тогда Тамазаки говорит ей, что ему странно, что Минами решила баллотироваться в студенческий совет. Перед этим она уже говорит ему, что подозревает, что, возможно, Минами делает все это в попытке изменить себя. После этого мы видим, что Прата не может выбросить из головы комментарий Фуки. Он находит невероятным, что такой популярный человек, как Минами, хочет изменить свою личность. На следующее утро мы видим, что Минами стоит у входа в школу и активно проводит большую кампанию. Она внезапно видит Прата и подходит, чтобы поприветствовать его, а затем представляет его президенту теннисного клуба, которого она назначила руководителем своей компании. Прата понимает ее решение и идет в школу.
В этот момент он понимает, что Мицудзава товарищ Аоя, и что на самом деле они оба усердно работают, чтобы получить голоса. После уроков Майами встречается с Протой и передает ему свои агитационные материалы для голосования. Глядя на плакат, предлагает ему оптимизировать композицию, чтобы повысить его право на участие. Закончив, он показывает ее Минами, которому результат нравится. Прота пользуется этим моментом, чтобы снова предложить себя в качестве помощника в своей компании. Наконец, она принимает его предложение, но сначала она хотела бы понять, почему Прота заинтересован в ее помощи. Поэтому Прота объясняет ей, что, будучи энтузиастом видеоигр, она наслаждается ощущением победы над сильным игроком. Поэтому он готов помочь ей, чтобы увидеть, как она проиграет сегодня. Затем Прота предлагает план, который полностью впечатлил Минами. Сразу после этого они печатают дополнительный плакат к оригиналу. После этого они направляются в теннисный клуб. Когда Минами входит, она сразу подходит к Нави и начинает развлекать ее своими выходками. В этот момент к Минами подходит компаньонка, чтобы попросить ее перестать беспокоить Нави. Минами пользуется этой возможностью, чтобы поделиться всем своим планом. Услышав это, все решают поддержать ее при голосовании в студенческий совет. Позже Эль Прота и Минами направляются в парк рядом со школой, чтобы обсудить прогресс, которого они добились на выборах. Впоследствии Томасаки объясняет ему, что его стратегия на выборах будет заключаться в узком, но глубоком подходе. Она заинтригована и спрашивает его, каковы его истинные намерения предложить ему свою помощь. Однако Прота не может ответить на ее вопрос напрямую. Вместо этого она перенаправляет разговор, спрашивая его, каковы его причины баллотироваться. Она спрашивает Прота, знаешь ли ты, какая самая большая гора в Японии? Он отвечает ей, что это гора Фудзи. Затем она спрашивает его, какая вторая по величине, но он не знает, поэтому она говорит ему, что это гора Куая. Потом она спрашивает его, помнит ли он, кто выиграл Депортиво в мае, и он отвечает, что это было сегодня. Когда она спрашивает его, кто занял второе место, он не помнит, о ком идет речь. Наконец, она объясняет ему, что обычно так и происходит. Люди запоминают только номер один, но забывают второй. Прежде чем он успевает ответить, Минами признается, что она заняла второе место как в спортивных, так и в салонных рейтингах. По этой причине ее цель – развиваться как личность и стремиться занять первое место. На следующее утро мы наблюдаем, как Минами полна энтузиазма по поводу прогресса, которого она добилась благодаря поддержке Проута. Однако мы также замечаем, что сегодня она добилась значительных успехов в голосовании и всегда была на высоте. Кажется, ее окружает много людей. Затем Прота направляется в волейбольный клуб с целью заручиться помощью Анаби в проведении аудиозаписей, которые являются частью его следующей стратегии на выборах. Анаби, не вникая в ее планы, просит ее присмотреть за Майами, поскольку она склонна прилагать чрезмерные усилия для достижения своих целей. Позже нам стало известно, что стратегии Проута заключаются в посещении салонов для первокурсников, чтобы получить голоса с обещаниями, что учреждение будет работать в соответствии с ее планами. Кондиционеров в классах, поскольку они новички в школе и не знают, что этого очень трудно достичь. Однако это не значит, что они не верят, что это возможно. Во время смены сцены мы наблюдали за Протой вместе с Аой в школе. Она говорит ему, что последние несколько дней были довольно скучными из-за того, что у нее не было возможности встретиться лицом к лицу с Нанаши Такфан. Тем не менее, Прота удивлен, услышав, как она это говорит, учитывая, что она соперничала с ним как Нанаши на протяжении всего этого процесса. В этот момент что-то в сегодняшнем взгляде меняется, и он планирует, может ли он питать надежду относительно того, что может произойти при голосовании, к чему это приведет. Прота отвечает, что он представил свою лучшую версию на сегодняшний день. Наконец-то состоялось голосование за нового президента студенческого совета. Она первая выступит с речью сегодня. Она перечисляет все жалобы учеников и обещает учесть все их предложения, включая установку кондиционеров во всех комнатах. Это предложение удивляет Прота и Минами, поскольку ее стратегия заключалась именно в том, что она только что предложила сегодня. После ее выступления публика сильно взволнована тем, что они только что услышали, что явно поставило Минами в очень сложную ситуацию. Затем настала очередь Минами импровизировать свою речь с помощью плана Прота. Внезапно все ученики слышат голос искусственного интеллекта,
который производит на них большое впечатление, поскольку они слышат его со всех сторон. Однако влияние этого остается наполовину из-за того удара, который они получили сегодня. Наконец, все, что осталось сделать, это дождаться результатов голосования. Тем не менее, мы видим, как сегодня Минами побеждает с подавляющим перевесом голосов. Позже мы увидим, как Прота и Минами празднуют закрытие голосования. Впоследствии они обещают продолжать прилагать усилия, чтобы в будущем превзойти Хой. На следующее утро встречи между Прото и Хой возобновились в обычном темпе, поэтому сегодня она признается ему, что была впечатлена его стратегией на выборах. Но предлагает ему, что если они хотят победить его, у нее будет шанс, чем быть немного более сдержанным. Не теряя времени, сообщи ему, что ему пора выполнить его следующее задание, а именно пригласить девушку на свидание. После этого Прота встречает Куфу в библиотеке. Они оба пользуются этим моментом, чтобы погрузиться в чтение книг Энди. Внезапно Эль Прота заводит разговор с Куфой и упоминает ему, что на выходных состоится премьера нового фильма Энди. Он предлагает ему пойти посмотреть его вместе, и, услышав это, Куфа с большой радостью принимает его приглашение. Довольный тем, что может поделиться своей признательностью за этого автора с другим человеком. Позже Эль Прота понимает, что то, что начиналось как предлог для общения с Куфой, в конечном итоге переросло в неподдельный интерес за книги Энди. Он настолько погружается в их чтение, что теряет счет времени. По окончании занятий Эль Прота встречает Анаби, которая выглядывает из окна школы, наблюдая за кем-то. Она рассказывает ему, что с тех пор, как Минами проиграла выборы несколько дней назад, она вдвое усерднее тренируется в клубе. Тогда Прота замечает, что Минами тренируется вместе с Аой на школьной площадке, но не может догнать ее. Анаби признается ему, что немного боится встретиться лицом к лицу с Аой, так как кажется, что его невозможно победить. На это Прота отвечает, что он рад, что Минами сможет с ним справиться. На следующее утро, как обычно, Прота встречается с Аой, чтобы обсудить свои успехи в игре жизни. Она говорит ему, что в последнее время Минами стала усерднее тренироваться в клубе, вплоть до того, что пришла на тренировку раньше нее. Позже Прота натыкается на Минами в школьных коридорах. Она шутит с ним, потому что, увидев ее, он очень занервничал и спрашивает его, решился ли он наконец признаться ей в своей любви к ней. Услышав это, он просит ее перестать приставать к нему с этим и комментирует, что слышал от Аоя, что он улучшил свои клубные практики. Затем выражает ему свою поддержку в его соперничестве с Аоем, так что она уже благодарит его за этот жест и приглашает его пообедать с ней в ресторане. Школьная столовая. Однако Прота отвергает ее, потому что предпочитает есть в школьном магазине. Сегодня днем Прота снова встречается с Анаби, который наблюдает за практикой Аой Минами. Затем он спрашивает Минами, всегда ли она была такой, когда дело доходит до превосходства ожиданий. Однако она признается ему, что она не так давно знакома с Минами. И не пошла на это, пока она не подошла, они не начали разговаривать. Объясни, что они на самом деле друзья благодаря Хой, который предложил Минами начать подшучивать над ней, чтобы сблизиться с ней, за что она ему очень благодарна. Со временем, благодаря этому, у нее появились подруги в классе, и она стала чувствовать себя комфортно в школе. На перемене сцены нам показывают воспоминания о Майами в старшей школе, где она играет в баскетбол сегодня во время школьных игр. В тот день они впервые встретились лицом к лицу, и школа Аоя оказалась победителем. Несмотря на это, одноклассницы Минами довольны результатом, чем она была не очень довольна. Однако, поскольку все были согласны, Минами решила сначала плыть по течению, просто чтобы не создавать очень неловкой обстановки. После этого мы наблюдали, как Минами так старается в учебе, что доходит до изнеможения. Как только она просыпается, она идет на тренировку по соседству, а на следующее утро учительница ругает Минами за то, что она спит в классе. Что она категорически отрицает, утверждая, что упала в обморок только из-за того, что спала в классе минутку. Заметив это, Прота и Нави с беспокойством наблюдают за состоянием Минами, поскольку такое поведение для нее ненормально. Затем, как обычно, Прота направляется в библиотеку на каждой перемене в классе. Там он встречается с Фукой, чтобы насладиться чтением своего любимого автора. Пока он там, и она говорит Проте, что они заметили, что Минами устала с тех пор, как проиграла выборы, поэтому она спрашивает его, пытается ли Минами соревноваться с ней сегодня. Услышав ее комментарий, Прота удивляется и спрашивает ее, где она его слышала, а она объясняет, что нигде его не слышала. Однако я могу представить, что происходит, потому что она всегда размышляет о мотивах, стоящих за действиями людей. Такое мышление помогает ей описать своих персонажей.
Однако, когда она видит сегодня, ей не удается понять причины, побуждающие к этим действиям. Прата снова встречается с Анаби, чтобы понаблюдать за практиками Минами. Затем они оба направляются туда, где находятся девочки, чтобы вместе вернуться домой. Когда Эль Прата и Минами остаются одни, он пользуется этой возможностью, чтобы спросить ее, так ли она старалась, почему она все еще хочет победить сегодня. Тогда она признается ему, что на самом деле хочет уйти от него, но она так старалась, что было бы стыдно оставить все на полпути сейчас. Поэтому Прата снова подбадривает Минами и оказывает ей полную поддержку в достижении поставленной цели. На следующее утро после сегодняшнего дня она прибывает на утреннюю тренировку в клуб и, к своему удивлению, обнаруживает, что Минами уже пришла на тренировку даже раньше нее. Потом они начинают тренировку. В середине этого мы видим, как Минами спотыкается, отвлеченная своими мыслями о том времени, когда она училась в старшей школе. И, как всегда, с тех пор она была побеждена. Во время смены сцены Прата и сегодня они встречаются в швейном салоне. Она выражает свою озабоченность по поводу Минами, так как уверена, что она скоро рухнет из-за усилий, которые она прилагает. Сразу после этого Прата спрашивает ее о причине одержимости Минами желанием победить ее. Тогда Ахи признает, что это потому, что в старшей школе именно она спровоцировала поражение команды Майами. Однако она дает понять, что это не та история, которую она должна ему рассказывать, или что она даже хочет это сделать. Вот почему мы видим, как Прата направляется к президенту волейбольного клуба, чтобы рассказать ей о том, что произошло. В тот день Прата снова встречается с Ханаби, чтобы понаблюдать за тренировкой Ао и Минами, но начинается дождь, так что они явно уверены, что больше не будут выходить на тренировку. Тем не менее, они поражаются, когда видят, как кто-то выходит на корт. Они направляются к ней, думая, что это Минами, но когда они подходят ближе, они понимают, что речь идет о сегодняшнем дне и что Минами уже ушла домой. Во время смены сцены мы видим, что Минами немного расстроена. На самом деле в тот день она пропустила утреннюю тренировку. В конце занятий Наби спрашивает, собиралась ли она на тренировку, на что она отвечает, что пойдет после. Однако Прата понимает, что Минами также пропустила тренировку, которая была днем, поэтому он автоматически решает пойти за ней. Ему удается догнать ее на станции метро и говорит ей, что он узнал об истории, которая положила начало его соперничеству с Аой. Она объясняет ему, что давным-давно поняла, что она не сияет так, как сегодня, и все началось с того, что она проиграла сегодня. Пытаясь приспособиться к настроению других, улыбнулся. После своего поражения он должен был уйти в финал турнира, где команда АОЭ проиграла. Тем не менее, в отличие от нее, сегодня ясно выразил свое недовольство перед всеми и продолжил свою цель всегда быть номером один. С того дня она признает, что сегодня она самый уважаемый человек и что, очевидно, она тоже восхищается им. Именно по этой причине он не хочет проигрывать ей. Слушая все это, Прата говорит ему, что на его взгляд она довольно сияет. Поговорив с ней, ты понимаешь, что того, что она сказала, было недостаточно, чтобы утешить ее. На следующее утро, во время утренней встречи с Аой, она сообщает ему, что в тот день Минами не посещала тренировку. Тогда Прата говорит ей, что он не понимает ее навязчивой идеи всегда быть первой, поскольку для него самое важное – это превзойти себя. Ничего другого. Аой удивлен, услышав это, потому что он думал, что Прата разделяет его ту же мысль. И вслед за этим мы узнаем, что Минами официально подала заявление о выходе из легкоатлетического клуба, что побудило Эйхой обратиться к ней, чтобы спросить, что происходит. Поэтому Минами говорит ему, что его телу нужен отдых, и поэтому она на некоторое время оставит его. По окончании урока Прата набирается смелости и просит пойти домой вместе с Минами. На глазах у всего класса и добавив, что Анаби тоже пойдет с ними. По дороге на вокзал он садится напротив, и Анаби спрашивает Майами, почему он покидает клуб. Тогда она признается ему, что завидует Аою, который всегда явно выигрывает все. Однако не хочет продолжать чувствовать себя таким образом, поэтому предпочитает держаться от нее подальше. Внимательно выслушав ее, Нави говорит ему, что не имеет значения, если она не самая лучшая из всех, так как для нее Минами героиня. Кроме того, если она все еще хочет быть первой, Нави упоминает ему, что на самом деле она номер один из дураков. На следующее утро Минами извиняется перед своими товарищами по легкоатлетическому клубу и возвращается в команду. Тем не менее, издевательства Минами по отношению к Наби удвоились с того разговора. Так проходили дни и, наконец, наступили летние каникулы. Но до окончания занятий у Праты есть еще одна миссия, которую нужно выполнить. Эта миссия состоит в том, чтобы вручить Сюдзи подарок на день рождения и поговорить
поговорить с ним хотя бы 3 минуты. Прата набирается смелости и разговаривает с ним, ну а сегодня он машет ему из конца зала, предупреждая, что ему еще нужно поговорить с Сюдзи. Из-за давления Аоэ Прата заканчивает тем, что говорит первое, что приходит в голову, и спрашивает Шуджи, правда ли, что Аои и Мицудзава встречаются. Во время смены сцены мы видим, что Минами насмехается над Протой из-за того, что произошло ранее. И он пользуется этой возможностью, чтобы спросить Хоэ, верны ли слухи, на что она отвечает ему, что слухи не соответствуют действительности. Тогда Минами меняет тему и извиняется перед ним за свое поведение. Затем она вручает им несколько связок ключей от сумочки в знак своей дружбы. Как только начались летние каникулы, Прота подумал, что сможет отдохнуть от своих миссий. Однако сегодня сообщает ему, что на самом деле в этот день у них будет фиктивная встреча в качестве подготовки к их отъезду с Куфой. Позже мы увидим, как Хой вручил ей список дел, которые нужно сделать для их свидания, и поскольку она продолжает притворяться, что понятия не имеет, куда она собирается нести. Первое место, которое они посещают, это магазин одежды, так как в Проута нет летней одежды, а та, что на ней надета, находится не в лучшем состоянии. А сегодня он показывает ей сумку, которую носил с собой, и говорит, что понял, что она ему нужна. Однако Прота отказывается принять его подарок. Тогда она объясняет ему, что в любом случае она собиралась избавиться от сумочки, потому что она явно немного изношена, и это доставляет ей неудобства. Она также поясняет ему, что это не будет бесплатно, поэтому она предлагает ему взамен купить ей подарок. Прота понимает, что она делает это, чтобы он не чувствовал себя в долгу, поэтому он решает согласиться, чтобы она чувствовала себя комфортно. Затем они направляются в магазин видеоигр, где проводят матч Так Фанк, и, как и следовало ожидать, Прота оказывается победителем. В конце концов они посещают кафе, где Эйхой дает ему номер Куфы. Однако он не решается добавить ее, потому что ты не знаешь, что она подумает, если ее вдруг добавят. Поэтому сегодня он рассказывает, что она спросила Куфу, может ли она дать контактный номер Проута. Таким образом он заканчивает тем, что сохраняет свой номер, но ему еще нужно отправить ей сообщение о том, что сегодня он покидает свой пост. Тогда он говорит ей, что она может расслабиться, так как Куфа обычно медлит с ответом. Тем не менее, Прота сообщает сегодня, что на самом деле Куфа уже ответил ему, и они подтвердили встречу, чтобы посмотреть фильм Энди. После этого сегодня он сообщает ей, что она должна освободиться в эти выходные, потому что он пойдет с ней и ее группой на барбекю, чтобы присоединиться к Шуджи и Идзуми. Услышав эту новость, Прота ошеломлен объемом информации и сомневается в своей способности взаимодействовать с такой большой группой. Она уверяет его, что это хорошая возможность подружиться и что это поможет улучшить его навыки общения. Вчера Прота замечает усилия Аоэ, которые он приложил, чтобы пригласить его на прогулку, поэтому она решает принять это приглашение. Тогда она сообщает ему, что на следующий день у нее дома в Майами состоится стратегическая встреча и что ее миссия трижды встретиться с Мицузавой. В противном случае она не сможет принять это приглашение. В конечном итоге вы станете тем субъектом, которого группа раздражает тем, что он во всем соглашается. Еще добавлено, что умеренное подразнивание и вызов людям, когда они явно не согласны, являются ключом к дружбе и равенству. На следующее утро первым к месту встречи прибывает Мицудзава, поэтому его очередь побыть на мгновение наедине с собой с ним. Затем Мицудзава спрашивает Проту, есть ли у него теперь консультант по моде, который помогает ему сбежать из мира неудачников. Из-за его комментария Прота понимает, что над ним насмехаются, и задается вопросом, сможет ли он противостоять этому парню прямо сейчас. Впоследствии он прибывает сегодня, и все направляются в дом в Майами навстречу. Однако она сообщает им, что не сможет встретиться у себя дома, потому что ее бабушка неожиданно приехала в гости. Поэтому сегодня она предлагает группе поехать к Томасаки, который живет недалеко от того места, где они находятся. Оказавшись там, сестра Прота впечатлена, увидев у себя дома самых популярных мальчиков из школы, и сообщает своей маме, что Прота привел с собой друзей домой. В что она не может поверить и решает отпраздновать это, купив торт для всех. Из-за этого Мицудзава говорит ему, что его семья кажется забавной, на что Прота говорит ему, что то, что он сказал, ни в коем случае не является комплиментом. Сразу после этого мы видим, как Минами обыскивает комнату Прота, где он прячет свой запрещенный контент. Но единственное, что ты находишь, это коробку с элементами управления для игры в Тафан, которые выглядят изношенными от использования. Тогда Прота объясняет ему, что он не решается выбросить их, так как они все еще в хорошей форме, чтобы играть в другие игры. В этот момент Мицудзава замечает, что сегодня она отвлекается, наблюдая за элементами управления, поэтому она делает вид, что не слишком заинтересована, шутя на эту тему. Наконец, она начинает свою встречу, чтобы спланировать, как свести Сюги с Идзуми.
Поэтому Минами замечает, что она, несомненно, должна совершить доблестную прогулку по лесу, чтобы сблизить их. Затем Мисудзава замечает, что они поедут на барбекю. Поскольку они поедут на барбекю, они должны позаботиться о том, чтобы развести огонь вместе. Прата понимает, что сейчас самое время сделать предложение, и объясняет им, что это не очень хорошая идея, потому что разжигание огня сопряжено с повышенным уровнем сложности, и они не смогут сосредоточиться в разговоре. После того, как Том и его друзья упомянули, что ему следует поторопиться, так как когда начнутся занятия, они будут заняты экзаменами, поэтому какое-то время они не смогут видеться. И это оставляет его задумчивым, поэтому Прата пользуется возможностью, чтобы пошутить, спрашивая, не стыдно ли ему за них. Затем Прата идет на кухню за водой и остается думать о том, как увлечены ребята сбором Сюдзи Идзуми. Возвращаясь в комнату, он сталкивается с Мисудзавой, которая была в ванной, когда она говорит ему, что видела его крем для укладки, но, похоже, он не часто им пользовался. Тогда Прата говорит ему, что он все еще практикуется в том, как ее использовать. Вот почему Мисудзава просит его показать ему, как она это делает. Сразу после этого мы видим, как она в беспорядке расчесывает волосы, поэтому Мисудзава предлагает научить ее, как это делать. Поэтому Прата просит ее немного подождать, так как он хотел бы записать то, что она говорит, чтобы попрактиковаться в этом позже. В этот момент Мисудзава говорит ему, что он осознал, что предан тому, что делает, например, когда я помогал Майами на президентских выборах. Чтобы Прата объяснил ему, что он не любит проигрывать в играх и что он считает себя игроком. Поэтому Мисудзава упоминает ему, что он понимает, что он имеет в виду, потому что жизнь во всех отношениях похожа на игру. Как только они возвращаются в комнату, девушка понимает, что прическа у Праты теперь совсем другая. Кроме того, Мизуагуа начал называть Прата по имени. На следующее утро Прата отправляется на свидание с Куфой. Увидев ее прибытие, поражается, потому что не может поверить, что она пришла. После просмотра фильма они идут в ресторан, где Прата понимает, что он не переставал говорить с тех пор, как они закончили смотреть фильм. Поэтому он заполняет пространство молчания заученными темами, которые они изучают. Он дал ей сегодня. Увидев внезапную перемену в Проте, Куфа замечает ему, что иногда ей трудно разговаривать с ним, потому что он внезапно меняет свой образ жизни. Позже вы оба молча встречаетесь в вагоне по дороге домой, когда Куфа нарушает молчание и упоминает ему, что надеется, что он неправильно поймет то, что он сказал ранее, так как ему было очень весело в тот день, и она хотела бы снова с ним встречаться. По дороге домой Эль Прата получает звонок от Аоя, который, как она поняла, как раз в тот момент, когда он явно закончил свое свидание. Он рассказал ей о том, что произошло, и она предлагает ему улучшить социальные навыки, чтобы сократить дистанцию между ним и Куфой. В тот же вечер Эль Прата приходит в голову пригласить Куфу на новогодние искусственные игры, на что она очень быстро соглашается. Однако Тамуаки остается задумчивым относительно того, что Куфа сказала о нем. Во время смены сцены мы видим, как Прата ждет Минами, чтобы вместе пойти к месту встречи с другими мальчиками. По дороге Минами пользуется тем, что они одни, чтобы поблагодарить его за все, что он сделал для нее, когда она была в депрессии. Когда они воссоединились с группой, Таки делает фотографию на память об этой поездке. Он, наконец, начинает свой план по объединению Сюдзи и Идзуми, но Прата спрашивает его, почему Таки не было на встрече. Тем не менее, сегодня он говорит ему, что не рассказал ему, потому что он всегда невежлив и не очень поможет. Тогда позвони Проте отдельно от группы и скажи ему, что его цель в этой поездке трижды доставить Сюдзи противоположность. Он также говорит ему, что он должен работать, чтобы быть более дружелюбным, имея в виду Мисудзаву, потому что он, кажется, является потенциальным другом. Кроме того, что он идеальный человек, чтобы увеличить свой социальный опыт. Позже они прибывают в кемпинг, и сегодня она делит группу по работам. В итоге она и Прата отвечают за огонь. Из-за этого, когда они одни, Прата спрашивает ее, что она должна ему сказать. Тогда она объясняет ему, что не собирала их вместе, потому что иначе Суги и Идзуми, скорее всего, приготовили бы еду. Вместо этого, чтобы собрать палатки, нужны мускулы, и Таки идеально подходит для этого. К тому же Мисудзава по натуре лидер, поэтому он явно руководил группой, а Манами может адаптироваться к любым обстоятельствам, что исключает Прата из статистики. Затем она признается ему, что ей тоже надоело все время выступать, и она объединилась с ним, чтобы отдохнуть от этого.
После этого Прата остается наблюдать, как веселятся мальчики, и думает, что если бы они не встретились сегодня, эта сцена показалась бы ему нелепой. Но теперь она чувствует, что это не так. Это может быть весело. После еды мальчики готовятся искупаться в реке, и Прата понимает, что план по объединению Сюдзи и Идзуми идет очень хорошо, поэтому он пытается развлечь Таки. Но тот ускользает, даже не заметив его в тот момент, и уходит к Идзуми, чтобы показать ей рака, который производит на нее впечатление и заставляет ее отшатнуться. К счастью, ее спасает Сюдзи, в то время как Таки извиняется перед ней за то, что напугал ее. Увидев это, Прата вздыхает с облегчением, потому что то, что сделала Таки, помогло сблизить их еще больше. Позже мы видим, что мальчики собрались в кемпинге. Внезапно Шу пытается отправить Прата за письмами, потому что ему скучно, но его спасает Мицудзава, который спрашивает Сюги, что происходит с его бывшей девушкой, которая все еще пишет ему, чтобы встретиться с ним. «Все еще у меня новый парень». В этот момент Прата понимает, что Шуки намного выше его, и что он едва ли остается мальчиком на побегушках в группе. Затем Шуки говорит ему, что не знает, что делать со своей бывшей девушкой, потому что трудно отпустить девушку с таким большим телом. Услышав это, Прата морщится, что замечает Шуджи и спрашивает его, что происходит. Тогда Тамадзаки говорит ему, что если с его бывшей девушкой все обстоит именно так, это означает, что она просто изменяет ему. Сразу после этого все начинают смеяться над этим. Впоследствии Мицудзава спрашивает Сюдзи, нет ли у него на уме другой девушки, поэтому он говорит ему, что он не совсем уверен, потому что девушка, которая ему нравится, идет туда, куда он за романтическим советом. Позже мы видим, что Мицудзава и Прата разговаривают по телефону с девушками. Они отмечают, что Идзуми спросила парня, который ей нравится, о романтических советах. Из-за этого поступка мальчики сообщают ей, что, похоже, их любовь взаимна, но Сюдзи сказал им то же самое. В этот момент Таки прерывает их и предупреждает его, что час настал. Это замечание сбивает с толку Прата, который позже понимает, что это была комната девочек, и по прибытии они остаются смотреть друг на друга, не зная, что делать. Тогда Минами предлагает поиграть в карты. Позже мы увидим Прата, и сегодня они соревнуются, кто выиграет больше партий. Наконец-то он берет на себя инициативу в игре и выигрывает Прата. Видя такую ситуацию, Мицудзава спрашивает его, почему они так серьезно относятся к этой игре, тогда Таки замечает, что во всех партиях я финиширую последним. В этот момент Идзуми говорит, что она это понимает, потому что я в конечном итоге хуже нищенки в игре. Затем Сюги насмехается над обоими из-за того, что они так плохи в игре, поэтому Прата использует эту возможность, чтобы поссориться с ним. И говорит, что в данном случае Сюги остался таким же, как все. Простолюдин. Сразу после этого все в комнате начинают смеяться над его замечанием. Чтобы сменить тему разговора, Сюги упоминает, что Мицудзава флиртовал с девушкой из другой школы. Услышав это, девочки приходят в восторг и просят рассказать о своих отношениях с этой девушкой. Однако он говорит им, что встречается с ней только время от времени и что между ними абсолютно ничего нет. В этот момент он сообщает мальчикам, что ему нужно сходить в туалет, на что все смеются над ним, думая, что он убегает от этого разговора. В то же время Прата говорит, что ему нужно в туалет, и Мисудзава избавляется от смеха мальчиков. Потом мы видим, что они моются, и Прата разговаривает с Мисудзавой о девушке из другой школы. Тогда он признается, что на самом деле ему это не нравится, но что он может в конечном итоге стать ее парнем. Услышав это, Прата говорит ему, что не видит причин быть с человеком, который ему не нравится. Это замечание оставляет Мисудзаву задумчивым, который говорит двум парням, что они, должно быть, уже ждут их у горячих источников. Оказавшись в ванне, мальчики впечатлены фигурой Прата размером с предплечье. Поэтому Таки подходит, чтобы побеспокоить его, и спрашивает, что ты делаешь. Он поднимает его так, чтобы все могли видеть его тело. Поэтому Томасаки начинает брыкаться, пока не падает в воду по пояс Сюдзи, и когда он видит это, он понимает, что это его шанс расстроить его. И громко говорит, что видит, что он крошечный. Сразу после этого парни начинают очень громко смеяться, что слышат девушки по другую сторону туалета и понимают, что на данный момент они не могут рассчитывать на Эль Прата и его воду. Позже наступает время главного события, той доблестной прогулки, которую ты должен совершить посреди темного леса. План состоит в том, чтобы Сюги и Идзуми подошли поближе, выполняя это упражнение. После того, как неразлучники уйдут, оставшиеся соглашаются поиграть в камень, ножницы и бумагу, чтобы посмотреть, как они распределят поход. Наконец, Хо и Прата остаются одни, и она говорит ему, что, пользуясь этим моментом, у них будет очень особенная тренировка.
Он внезапно бросается на Прата, потому что рядом с ним было насекомое, и понимает, что все это отношение вызвано планом запугать его. Затем, прогуливаясь по проте, он видит цикаду, которая, кажется, живет на земле, и пугает ее так, что это пугает сегодня. Что ему удается, потому что она в конечном итоге падает на землю, и он просит Проту помочь ему появиться, потому что он не может из-за страха. Однако, когда он приближается, она кладет руки ему на шею и начинает медленно приближаться к его лицу. В этот момент Прата понимает, что она делает все это, чтобы спровоцировать его, и чтобы он отступил первым, но он полон решимости победить ее. Хотя в итоге он отступает до такой степени, что на сегодня он не собирался останавливаться. И по дороге в лагерь он думает, что было бы, если бы он не отступил. Как только они встречаются с мальчиками, Теки записывает видео, на котором они делятся своим опытом доблестной прогулки. Он понимает, что динамика между Шуги и Идзуми изменилась, но не похоже, что они начали встречаться. Тогда Мицудзава рассказывает ему, что Шуги признался ему, что Идзуми они договорились проводить время вместе. Это отпугивает мальчиков, поскольку они надеялись, что Шуги и Идзуми начнут отношения во время этой поездки. Поэтому сегодня он обращается к Мицудзаве и просит его дать ему совет, так как все в его группе, у кого явно больше, ссылаясь на опыт свиданий, также выражает ему свое восхищение. «Я поддерживаю и желаю вам удачи с девушкой из другой школы». Позже, пока все спят, Прата получает сообщение о сегодняшней встрече. Она спрашивает его о его успехах в группе и о том, удалось ли ему выполнить возложенную на него миссию. После этого Прата начинает рассказывать о тех случаях, когда он общался с Шуджи. Первый раз это было, когда она была в комнате, и он признался ей о своей бывшей девушке. А затем, во время карточной игры, он заметил, что оказался в невыгодном положении в игре, похожем на положение простого человека. После этого Прата остается в задумчивости, обсуждая, не рассказывая ему об этом в третий раз. Однако из-за присутствия Аоя он раскрывает ему, что он сделал шутку о его нижней части. Внезапно они слышат, как кто-то приближается, поэтому Прата нервничает и решает спрятаться. В этот момент мы видим, что это Мисудзава, которая здоровается с ним сегодня и говорит, что он был убежден, что она встречалась с Протой. Она отвечает ему, что поскольку вы видите, что это не так, она решает сесть рядом с ним. Впоследствии Мицудзава начинает рассказывать ей о Сюдзи и Идзуми, а попутно и о Проте, выражая свое восхищение искренностью, с которой они обращаются в своих чувствах. После этого он упоминает ей, что однажды Тамадзаки сказал ему, что рассматривает жизнь как игру. Это заставило Мисудзаву задуматься о том, что он видит себя человеком, который держит все под контролем, где удары принимает не он, а его персонаж. К тому же он чувствует, что это не он тот, кто веселится или счастлив. Тогда Саой спрашивает его, что если то, что он пытается ему сказать. Это игрок, который наблюдает за собой на расстоянии, поэтому он объясняет ему, что то, что он делает, это устроить грандиозное шоу. Тем не менее, заметил, что она также наблюдает за происходящим на расстоянии, как если бы она была игроком. Она ясно осознает, что то, что она говорит, правда. Однако Прата скрывается, и он понимает, что она еще не полностью раскрылась перед Мицудзавой и что сегодняшняя фраза, о которой она говорит, не соответствует действительности. Мицудзава тоже замечает это и признается ей, что он ей нравится, хотя он убежден, что она ему откажет. Я все же надеялся, что она будет с ним немного более откровенной. Прежде чем он сможет продолжить свое заявление, Прата выходит из укрытия и извиняется за то, что подслушивал разговор. Затем Хой объясняет ему, что они познакомились, когда Прата выходил из ванной, и когда он подошел, он спрятался, чтобы они неправильно истолковали ситуацию. Во время смены сцены они заметили, что мальчики идут к метро по дороге домой. Прата со своей стороны погружен в свои мысли о том, что произошло между Мисудзавой и Йой. Он считает, что они оба в какой-то степени похожи, но по сути они разные, поскольку он решил все время держать свою маску перед собой. Эта ситуация заставляет его задуматься о том, что происходит между ним и Куфой. Он чувствует, что если он продолжит следовать указаниям Аоя, он просто устроит шоу, и он не будет прежним. На следующее утро Прата встречается с Куфой, чтобы насладиться искусственными играми. Пока они гуляют, он рассказывает, как прошло барбекю с мальчиками, показывая себя более расслабленным, чем в прошлый раз, когда они были вместе. Позже они поднимаются на холм, чтобы насладиться мероприятием с наилучшего возможного места. Куфа говорит ему, что с детства не видел искусственных игр, на что Прата отвечает, что для него это то же самое. Затем, когда Прата размышляет о том, как хорошо у него все получается, ему не нужно притворяться или прибегать к заранее заданным темам для разговора. Вот почему вы спрашиваете Куфу, каков был его опыт общения с ним. Она отвечает, что ей было легко следить за разговором.
Высадив Куфу на станции метро возле ее дома, сегодня пишет ей, чтобы увидеться и поговорить о том, что произошло на их свидании. Однако Эль Прата признается ему, что не просил Куфу встречаться с ним. В этот момент он замечает ему, что в тот вечер он не возвращался к заученным темам для разговора, чему способствует то, что Куфа чувствовала себя с ним комфортно. Тогда она говорит ему, что понимает, к чему он хочет прийти, и что если он изменит ход событий, это означает, что он бросает учебу, ваш личностный рост. Все заканчивается в тот момент, когда он выходит из-под контроля, и поэтому она просит его вернуть рюкзак. Затем она передает ему застежку для сумки, которую он дал ей в обмен на сумку. В этот момент она размышляет о том, как ее цель состояла в том, чтобы преодолеть разрыв, разделявший их. Но она потеряла отношения, которые, как она думала, у нее были так легко, как будто это было ничто. Это все потому, что она персонаж более низкого уровня. Поговорив с Аоем, на следующие дни Прата запирается в своей комнате, играя в свою любимую игру с пустым выражением лица из-за того, что он погружен в игру и не слышит, что его голос дрожит. Младшая сестра уже давно стучится в дверь его комнаты, чтобы сообщить ему, что сцена готова. Как только он выходит из комнаты, сестра противостоит ему и спрашивает, что происходит. Поскольку, по ее мнению, он сделал ее намного лучше, удивив ее, даже приведя в дом популярных друзей. Эль Проти нечего сказать по этому поводу, и он продолжает с апатичным лицом ждать, пока сестра не сообщит ему, что девушка написала ему 2 дня назад. Когда он проверяет свой телефон, он понимает, что это Куфа, который приглашает его купить новую книгу Энди. Он соглашается пойти с ним и извиняется за то, что так долго отвечал ему. Видя, что наконец-то его брат проявил какие-то чувства, призывает его двигаться дальше и предполагает, что он, должно быть, переживает некоторые сложные ситуации. На следующее утро, направляясь к месту встречи с Куфой, он остается думать о смелости, которую она должна была проявить, чтобы пригласить его. И на следующее утро, когда она направляется к месту встречи с Куфой, он продолжает думать о том, однако он оставил свое сообщение без ответа на несколько дней. Вот почему в тот день он старается быть как можно более спонтанным, на этот раз без каких-либо заученных тем для разговора, даже в своей старой одежде. Потому что, как бы ни началась их дружба, ему нравится быть откровенным с ней и показать ей свою истинную сущность. Из-за этого его разговоры были неловкими и неуверенными, но это было так, как будто он общался с кем-то, используя свои истинные чувства. Они, наконец, добираются до книжного магазина, и прежде чем они пойдут за новой книгой Энди, Куфа показывает Проти книгу, которая ему очень нравится, которая оказывается книгой о романтике. Это впечатляет Проту, поскольку он не думал, что она читает такие книги. Тогда она говорит ему, что на самом деле она хотела бы, чтобы ее романы были написаны так же, как эта книга, которую она держала в руках. После этого они купили новую книгу Энди и направились в его ресторан. До того, как придет еда, Прота пользуется возможностью сходить в туалет. В этом месте, когда он смотрит в зеркало, он остается, думая, что этот день должен быть таким же, но он понял, что без одежды или навыков, которые он практиковал с Аой, его выражение и поза стали более выраженными. Они выглядели пустыми и незрелыми. Из этого следует, что то, что сказал Аой, было не совсем правдой, потому что, работая над улучшением своей внешности и разговорных навыков, он чувствовал себя удовлетворенным. Он дошел до того, что не поверил, что находится в игре, но вместо этого почувствовал себя настоящим персонажем. Как только он вернулся из туалета, он признается Куфе, что все это время, с тех пор, как он встретил ее, кто-то помогал ему с его социальными навыками. Ему даже пришлось выучить карточные игры, темы для разговора. Однако с тех пор, как они увидели искусственные игры, он решил быть таким же. Вот почему он спрашивает у Куфы ее мнение о ситуации, в которой она оказалась, поскольку ему казалось несправедливым всегда носить маску в разговоре перед ней. Затем она спрашивает его, должен ли он продолжать прилагать усилия для улучшения социальных навыков или просто оставаться прежним. В этот момент она объясняет ему, что причина, по которой ей легко с ним разговаривать, заключается в том, что она может представить, что он говорит. Поскольку часто ей кажется, что он говорит все, что приходит в голову в данный момент, и сейчас вы знаете, что это из-за карточек, которые вы запомнили. Однако еще до того, как они начали говорить, она увидела, что его мир был серым и бесцветным, поэтому она подумала, что, возможно, он такой же, как и она. Но с тех пор, как он начал совершенствовать свои социальные навыки, мир вокруг него стал выглядеть намного ярче, как в рассказах его любимых авторов. Вот почему он думает, что это здорово, что он смог изменить свой мир за такое короткое время. Плюс, если в его мире есть кто-то, кто придал столько цвета его окружению, этот человек должен быть особенным, и он должен дорожить им. Позже мы заметили, что Прота обдумал совет Куфы, который он ему дал, и решил написать ему сегодня, чтобы обсудить ситуацию.
Однако она отвечает ему безразлично и дает понять, что ей не о чем разговаривать. Прата настаивает на встрече с ней, используя возврат сумки в качестве предлога, пока в конце концов она не соглашается встретиться с ним на стоянке у метро. На следующее утро мы видим, что сегодня она прибывает на это место с некоторой неохотой, поэтому Прата предлагает ей отправиться в другое место. Место для разговора и без лишних слов, вся инициатива по доставке ее туда, где они впервые встретились. Тогда она насмехается над ним, спрашивая, какое еще оправдание он придумает. Таким образом, Томадзаки признается ему, что до того, как он встретил ее, его мир был серым и лишенным эмоций. Причина, по которой он увлекается видеоиграми, заключается в том, что они позволяют ему переживать их, не испытывая злобы к самому себе. Как будто они живут через персонажей с другой стороны экрана. Вместо этого в реальной жизни я был просто Томасаки, и с этим персонажем я мало чего мог достичь, пока она не начала учить его, как играть в игру жизни. Впоследствии Прата говорит ей, что хочет продолжать совершенствовать свои социальные навыки, но не отказываясь от своих истинных желаний. Услышав это сегодня, он учит ее, что она позволяет себе увлечься только чувствами, и что для нее такого рода вещей больше не существует. Поэтому он разъясняет ей, что именно из-за такого образа мышления он никогда не смог победить ее в такфанге, поскольку у нее нет желаний. А также, что до этого момента он тоже превзошел ее в жизненной игре, потому что ему действительно весело. Затем она признается ему, что хотела бы продолжать совершенствовать своего персонажа в реальной жизни и что для этого она ему нужна. Далее до сегодняшнего дня она предупреждает его, что будут времена, когда его учение вступит в противоречие с его желаниями. После этого Прата объясняет ему, что в этом случае они будут руководствоваться своими чувствами при принятии решений. Сразу после этого она соглашается вернуться к своим руководящим ролям, чтобы помочь ему достичь его целей, и вместе они направляются в ресторан, который ей так нравится. Там мы заметили, что Прата проявляет большую уверенность в себе и заказывает соленую рыбу по своему выбору, которую она принимает, несмотря на то, что она любительница сыра. Позже сегодня она узнает, что на данный момент потеряла довольно много времени, поэтому они решили немедленно возобновить тренировки. Затем она рассказывает ему, что их следующей целью будет найти ему работу на неполный рабочий день. Во время смены сцены мы видим, что Прата присутствует на собеседовании при приеме на работу, однако по прибытии на место он понимает, что Мицудзава тоже там работает. И понимает, что все это дело рук Аой. Затем Мицудзава желает ему удачи в интервью и уходит с сайта. Позже Прата встречается с ребятами, и мы отмечаем, что им удалось укрепить связи в группе. Сразу после этого она показывает нам, что ее дружба с Куфой продолжает развиваться, и она просит его прочитать ее новый роман, чтобы узнать ее мнение по этому поводу. Мы наконец видим, что Прата устроился на неполный рабочий день, и его тренирует Мисудзава. Он заканчивает тем, что ухаживает за парнями, которые были на месте. И мы поняли, что Прата чувствует себя намного комфортнее в своей среде и наконец может быть таким же. И на этом аниме заканчивается.